Итак, всем доброго вечера. Мы хотели прямой эфир провести, но не получилось. Что-то с интернетом. Да, сеть не дает трансляцию начать. Всем здравствуйте. Странно. И с того телефона, и с этого, и причем они висят сейчас на канале, где трансляция. Но они со временем удаляются потом. Ничего страшного. В принципе, пусенок. Итак, начнем ответы на вопросы, которые задавались по поводу мира мертвых, потустороннего мира, да, и так далее. Я просила вот под роликом Написать вопрос? Да, под каким роликом сейчас нам? Загробный мир, вопросы. И мы сейчас проведем, ну, может быть, вторую часть потом я проведу, или, может, когда эфир будет, проведем. Одним словом, сейчас на ваши вопросы отвечаем. Тебе написать вопросы потом или не стоит? Или Нет, стоит? вы можете мне скидывать вопросы на WhatsApp, если у вас есть какие-то вопросы по мертвому миру. Но не ночью и не в выходной. До 11 ночи. Это уже ночь считается. До 11 разрешено писать. И не в выходные, конечно. И эти вопросы я сохраняю, и потом мы в дальнейшем будем либо в эфирах, либо также вот в видео отвечать на них. Ну, в смысле, Инга будет отвечать. Это что? Я буду читать. Ну, будем отвечать. Одним словом, неважно как. Ой. Так, начнем. Да, давай. Здравствуйте, дорогая Инга. Большое спасибо вам за новую возможность стать ближе к тайнам мироздания. Я понимаю, как вам душевно тяжело дается эта тема, и все же. Некоторые палачи армянского народа, проживающие сейчас в Восточной Анатолии, обосновали свои дома на руинах армянских и греческих кладбищ и храмах, от чего просто кровь стынет. Зная, как сурово наказывают негодяев мир усопших и религиозные эгрегоры, возникают вопросы, почему эти палачи все еще живы и имеют солидные политические должности и соответствующий материальный доход, ведь по справедливости усопшие должны были обрушить дома палачей на их же головы. Значит, первое, что я хочу вам сказать, что мы не можем знать, кто как наказался. То, что человек как бы не показывает никак своим видом, что какие-то у него есть проблемы, это не говорит о том, что у него все замечательно, прекрасно и никак не наказался. Кроме всего прочего, постоянные гражданские противостояния трясут Турцию, постоянные теракты, постоянные землетрясения и катастрофы. Так что говорить, что вообще никак не наказаны они, я бы не стала. Просто их очень много, и они как-то так вот незаметно, как бы казалось бы, проходят. Это первый. Второй момент. Ведь потомки тех, кто там лежит, возмездие не просят у мирового разума. Более того, многие из них уже простили, свыклись с этим, многие пропагандируют любовь и все прощения, многие их деньгами, собственно говоря, живут, многие едут туда отдыхать. Если вы хотите, знаете, это как вам сказать, когда судья выносит вердикт свой, наказать кого-либо за преступление, а ты приходишь и говоришь: я передумала, пожалуйста, не давайте ему срок. Ничего не надо, все, я смирилась, он мне деньги заплатил, я согласна забрать заявление назад. Вот то же самое произошло с потомками армян и греков, которые, собственно говоря, предали и память своих предков, и предали вот жертв павших, да, невинных людей, миллионы. Они их предали. Почему мироздание должно наказывать палачей, если их дети не просят никакого наказания, если они смирились, согласились? Более того, они всеми силами пытаются угодить тем, кто их дедов, предков резал. Только тогда, когда потомки потребуют плату за кровь, тогда мироздание начнет наказывать. Пока что у потомков таких намерений мы не видим. И чем дальше, тем позорнее они себя ведут. Собственно, весь мир признал это, а они сейчас хотят это обнулить. Вы же видели, что из музея пантеона там геноцида армян, я на втором канале выложила, документы сжигались. В угоду кому сжигались, как вы думаете?
И в угоду кому все это делается, почему рушится и разрушается национальная идея. Их же деньгами, собственно говоря, и разрушается, чтобы мы вообще об этом забыли, и никто не требовал и не просил плату за Вот пролитую люди кровь. это делают почему? Либо им должны заплатить большие деньги, либо они боятся потерять работу или что. Кто? Кто Ну, это вот те, кто вот вышел и сжег, это же обычные люди. Потерять работу. Безмозглые, тупые колхозники. Им сказали, сожгите, и все, никто из них не подумал. Даже в сталинское время такие документы, делая вид, что сжигают, люди прятали. Документы, книги до нас дошли. Самые страшные, суровые времена люди прятали. Даже те, кто... Ну, то есть это зависит от совести человека. Сталин же не приходил там каждому в детский дом, не говорил, что там детей врагов народа вот так угнетайте, бейте. Правда? Он же не говорил. Это зависело от человека, который там был. Это зависит от человека, человеков, если их можно так назвать. Им сказали, сожгите. Они даже не, я уверена, что они даже не сопротивлялись, никаких вопросов не задали, а зачем это делать. Никто из них даже не подумал там спрятать или там, я не знаю, как-то идти против, сказать. Нет. Безмозглые животные, собранные со всех селений, колхозные существа, которым работа, пару копеек дороже, чем достояние своего народа. В то время как в 15 году наши предки на себе тащили книги, написанные на этой телячьей коже. Вот эти вот пергаментные, эти тяжеленные книги тащили и спасали. Ну, вот так вот. Так что только тогда наказываются, когда народ этого хочет, когда он требует этого возмездия, как юридически, так и на уровне как бы ментальном. А что мы видим? Извините меня, те, которые орут о наказании, сами отдыхают в Турции на костях своих предков. Они купаются там, где в этих коробках топили младенцев наших. Они там купаются, нежатся на песке. И ты попробуй сказать, там, вот как ты можешь идти и там незахороненные кости наших предков. Ой, ну хватит об этом. Причем это уже столько лет прошло, это там вообще хорошие люди, это уже другие люди, они не такие. Но если человек летит, например, на Ванское озеро, отдыхает, да, Ванское озеро, там, где топорами раскромсали всю братью вот всех монахов, собственно говоря, там два озера Ахтамар, два этих острова, а второе называется Катуц, в переводе означает клюв, он на клюв похожий остров. И там были очень беспощадно уничтожены, убиты, просто расчленены люди. А человек едет туда, отдыхает, смеется, купается, ест наша знаменитая рыба, ванский тарех называется. Один коричневый, другой синий. Синяя и коричневая рыба, то есть разные они, как глаза ванской кошки. Вот смотрит эта ванская кошка, которая называется теперь турецкий ван, и запрещают эту кошку вывозить из Турции под строжайшим запретом. Почему? Чтобы во всем мире его не было. Это плавающая кошка, водоплавающая. Единственная кошка, которая любит плавать. Мы как царица Чин-Мачин башку засунем да. в прическу и не прическу. Можно. Она так сделала. Вот. Ну, друзья мои, а кто должен за вас... Вот всегда мне интересно, да, почему-то люди думают, что кто-то другой должен за них их границы охранять, кто-то должен за них погибать, они должны кайфовать там и радоваться, не знаю, свадьбы справлять в то время, когда кто-то на границе должен за них умирать. Кто-то должен за них пойти, за интересы их государства бороться. Кто-то должен за них месть требовать. Если вы этого не делаете, никому это не нужно. Это и в жизни так. Если ты за себя не пойдешь, не скажешь, никто никогда не будет помнить, что тебе нужна помощь. Или что... Вот есть вот люди такие пробивные, или вот они вот идут вот локтями прям, знаете, и в кабинет зайдут, и там истерику устроят. Им все дают. И в семье так. Тот ребенок, который делает, у него и требует все время. От него и ждут. Кто везет, на том и едет. Да, а тот, который не делает, не может, но он бедненький, но он не может, ему надо помочь, а может он совсем и не бедненький. То есть и в жизни так. Только тогда придет возмездие, когда потребует. Вы говорите, на костях армян и греков построили свои дома. В последнее время помощь, отправленная Армении, была отправлена Турции из Армении, как издевательство.
то время, когда ребята эти спят на голой земле, и палаток нету, никаких приспособлений. Эти деньги отправлены диаспорой и отправили туркам на помощь. Премьер-министр Греции обнялся с их премьер-министром, пошел туда, в то время как Северный Кипр оккупирован до сих пор и не пускает людей даже на могилы своих предков. Кто должен за вас просить, если вы смирились со своим палачом, обнимаетесь, лобызаетесь, их деньгами живете? Кто? Русские должны пойти. Русские признали. Россия признала, одна из первых. По-моему, первая Никарагуа была, потом Россия. Россия признала, одна из первых. Что признала? Геноцид армян. Ваша любимая Америка до сих пор не признала. Официально. Не признала. Сказали пару слов, и все счастливы и прыгают. А то, что эта страна, не боясь дипломатических каких-то связей там, и трудностей, взяла и признала, никто ж не видит этого. Поэтому, господа, от кого вы требуете возмездия, если вы сами смирились и легли под них? Угу. Давайте дальше. Благодарю за такую интересную лекцию, уважаемая Инга. Очень хочется знать про души детей искусственного оплодотворения. Это уже я сказала. Да? Да, это уже отвечено. Так, сейчас. В первом. Больше всего меня волнуют наши ушедшие животные. Каково им там? Какие у них переживания? Это тоже есть. Дай сюда. Да? Дайте Сейчас чуть-чуть. Это в первой Она части я уже уже сказала. говорила. Да. Сейчас найду. Так. Вот я же попросила про сны не писать. Ну, реально, я про сны уже устала отвечать, и этих снов 1 000 000 штук. Так. Ну, вот с этого, наверное. Угу. Благодарю за возможность задать вопрос. Более 20 лет назад мой отец повесился. Так как по христианской вере таких людей поминать нельзя, меня все эти годы мучил вопрос, как я могу ему облегчить участь на том свете и как он там. Последний... Давай еще раз, Ян. Я извиняюсь, да, тут курьер позвонил, поэтому пришлось... Ну, ничего страшного. Давай. Так. Благодарю за возможность задать вопрос. Более 20 лет назад мой отец повесился. Так как по христианской вере таких людей поминать нельзя, меня все эти годы мучил вопрос, как я ему могу облегчить участь на том свете и как он там. Последние годы он сильно пил, и это стало причиной его действия. Из ваших лекций я узнала, что если человека до этого довели, то он не совсем в этом виноват. Незадолго до смерти отца сестра нашла на чердаке дома сверток с яйцами. И она даже боялась рассказать, что с ней происходило, когда она этот сверток доставала. И вот после 20 лет во сне я встречаю отца в той стране, где я живу. Он выглядит здоровый, в костюме, видимо, в чем его хоронили. И не смогла поехать на похороны. Поздоровались, и я его спрашиваю, как ты? Он говорит, у меня все хорошо, как у вас? Я говорю, все нормально, очень рада, что у тебя все хорошо и выглядишь отлично. Все было как наяву. После этого сна мне стало очень хорошо и спокойно за него. Но все же вопрос остается. Как можно и нужно поминать таких, как мой отец? Значит, послушайте внимательно. Дело в том, что довели человека. Это если человеку сказали, что завтра ему голову отрежут, а он ночью взял и вены себе вскрыл, чтобы умереть легкой смертью. Это называется довели человека. Если человеку сказали, что либо он умрет, либо его семья погибнет, и он пошел повесился, это называется довели человека. Но если человек в алкогольном угаре, если человек стакан предпочел семье, не оправдывайте это никак. Вот нашли яйца, что-то там еще нашли. Вы знаете, да, можно довести, можно проблемы какие-то создать, можно сделать так, чтобы дома постоянно были ссоры, одним словом, порчу навести на семью. Это возможно. Но бывают такие невыносимые ситуации в жизни человека. В любом случае, если у него есть ребенок, если у него есть семья, если он мужчина, глава семьи, он не имеет права, во-первых, пить до такого состояния, чтобы не понимать, что он творит. Во-вторых, идти накладывать на себя руки, если от него зависят дети.
Так что оправдывать это не надо. Вот я сказала, что если довели. Вот довели, я вам привела несколько примеров. Вот завтра должны кинуть волкам человека. Он пошел ночью, выпил яд, потому что он захотел уйти легко. Понимаете? Не знаю, вот нету никого, вся семья погибла, и он пришел в таком состоянии, не хочет жить, и наложил на себя руки. То есть довели. Вот так получилось, что у него душевное состояние настолько было тяжким, что он жить не хотел, что внутренняя боль была сильнее его. Это совершенно разные вещи. А пить, доводить себя до того, чтобы пойти повеситься, это самое последнее конченное дело. И таких людей никогда не оправдывайте. Они не заслуживают этого прощения на самом деле. Но что надо делать, как помянуть? Как и любого мертвого человека. Ничего особенного для них делать не надо. Потому что мы там ничего не решаем уже. Он уже ушел. Мы можем только попросить поделиться какой-то энергией, какой-то откуп, что-то вкусное им оставить. То, что они при жизни любили. Все. И надеяться на то, что их там простят. Есть определенные методы, но именно касаемо тех людей, которых довели. Я как-нибудь это подарю. Дальше. Что происходит с душами подобных людей? Еще раз перечислила. Если у человека было такое психическое состояние из-за потери близких, если человек боялся умереть страшной смертью, мучительной, и он решил сам себя лишить жизни для того, чтобы избавиться от мучений, страданий и прочее, но если человек, например, чтобы не попасть в плен, вот себя подорвал, это считается самоубийством? Да. Но это не говорит о том, что он это сделал, потому что хотел кого-то напугать, или столько пил и валялся, что уже ничего не мог сделать со своей жизнью, решил вот так уйти. Нет, это говорит о том, что человек принял правильное решение. Там бы все равно его убили, и очень страшно мучая. А здесь он просто понял, что ему надо уйти, он должен, как бы сказать, он принял это решение, и он правильное решение принял. Потому что я считаю, что я на месте таких людей сделала бы то же самое. Если даже оставят его в живых, психику его так сломают, что лучше бы он умер. Знаете, смерть не самое страшное на земле. Есть вещи пострашнее смерти. Поверьте мне. Смерть – это отключиться от этого мира, уйти на покой, совершенно в другую жизнь. А вот жить в таких мучениях нечеловеческих, оно страшнее. Так вот, в таких случаях силы, которые находятся в потусторонних мирах, учитывая эти все обстоятельства, они могут эту душу отпустить на покой. Но если человек сделал то же самое, что ваш отец, есть еще один вариант, который я как-то снимала, ночной или дневной дозор. Это когда духи искупают свою вину перед мирозданием хорошими поступками. Вот, например, человек идет, и вдруг голос: туда не иди. И думаешь, что такое? Ну, послушался и не пошел. А потом оказалось, что на том месте там был маньяк, да, вот он ловил людей, потом его поймали, и ты узнаешь. Или какие-то вот просто такие моменты, когда они приходят на помощь, какие-то силы спасают. Это те самые духи, которые, как бы сказать, они, вот если по нашим меркам человеческим, средней тяжести преступления совершили. То есть они ничего такого страшного для других не сделали. Но даже если другим сделали что-то такое, неосознанно, не желая того, они искупают свою вину. И если ваш отец искупил свою вину, его отправили на покой. Поэтому он вам и снился и сказал: у меня уже все хорошо. Вот у них есть такой вариант, у тех душ, которые не только самоубийцы, а вообще души, которые сделали ненужные вещи, то есть нарушили законы мироздания, но у них есть какие-то смягчающие обстоятельства, то им дают возможность это искупить. То есть они определенное время находятся на этой земле, помогают людям, то есть собирают добрые дела в свою копилку, и через определенное, не знаю, число лет, может 20 лет, может 30, может 200 лет, кому сколько положено остаться, они получают, как бы сказать, отпускают их, да, они получают такую индульгенцию, их отправляют
на вечный покой. Ваш отец, если приснился и так сказал, и у вас на душе было спокойно, значит, он получил свое прощение, и больше не нужно о нем переживать и думать, собственно говоря. Все поступки надо уметь трезво оценивать. Довели. Как довели? Кто довел? Что довели? У него что, рук не было, ног не было, не знаю, он ослеп внезапно, знаешь ли. А то смотришь, мужики с руками, ногами, как эти бугаи, лежат на диванах. Довели меня плохо, я пью, это бедный несчастный. Но смотришь, человек без ног строит дом. Понимаете? Вот о чем речь. Я бы понимала еще, ладно, вот если вот такие трагедии в жизни, внезапные, у него отчаяние. Наоборот, у людей, у которых такие изъяны, у них больше жизненных сил, они просто, не знаю, смотришь на них, заражаешься этой жизненной позицией, что вот у нас же эти есть паралимпийские игры. Мне еще нельзя списывать со счетов, я конечно. еще нормальный. У него просто у таких людей совершенно другие ценности начинаются. Они даже обижаются, когда их там как-то вот, ну, например, место. Я же говорю, что у меня был друг, тоже так еле ходил. У него ну, и паралич центрально-нервный, ну и вообще в плохом состоянии таком. Он еле ходил. И я все время его доставала. Принеси вот это, принеси то, принеси мне кофе. Мы шли когда в кафе или куда-нибудь, Сергей, да, по-моему, Сергей, сейчас, ну как, да, у меня просто два друга таких было, могу путать. Один хромал очень сильно, другой еле ходил. Но и того, и этого. Я просто вот, мы куда-то ходили и шли, и я вот, принеси мне кофе, принеси мне мороженое. Он шел, приносил, стул ставил. И все на меня смотрели, как на врага народа. Знаешь, как на, сучка, блин, бедный парень еле ходит. А я это специально делала, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком. Я что, не могла пойти? Ой, ты сиди, я пойду. Это его обижало бы. Он потом мне сказал, что я вот с тобой чувствовал себя полноценным человеком. Что, ну, ты не давала понять, что я вот бедный несчастный инвалид. Нет, он еле-еле тащил ноги, носил мне кофе. И бабки там на меня. Ну, сидит тут, блин, вся такая. Ну, сейчас бы я ответила, тогда не отвечала. Тогда бы я, конечно, надо было сказать пару ласковых слов этим бабкам. Ну, да ладно, хрен с ним, они уже померли, свое получили. Наверняка, ну, старые были. Так, пойдем дальше. Скажите, пожалуйста, если человека после смерти кремировали, то как правильно потом поступить с его прахом и урной? Это, как вам сказать, есть несколько вариантов, но это желание людей. Вот, например, я видела, что женщина кремировала мужа и, значит, высыпала этот прах, отдала как бы ветрам, природе, развеяла в поле, где они всегда играли. Он сказал в шутку, что вот я бы тут хотел навечно остаться и вот в этом поле, потому что они там встретились, они там познакомились, потом они приходили там играть. И вот она развеяла его прах в этом поле и решила, что вот он был бы рад, он бы одобрил такое. Вы же знаете этого человека. Вообще, по славянской традиции, да вообще традиции, ты сейчас сама туда не впади. На радость некоторым. Они там даже шампанское там откроют. Так вот, река. Реку называют межу или граница между мирами. Река, поскольку воды и есть и подземные воды, да, и надземные воды, и небесные воды, вода считается проводником везде и всюду. Ой, да что? Все, тихо. Отвлеклись у нас. Собаки тут с ума сошли. Так вот, и река, она имеет доступ во все пространства, миры, что она стекается с нашего мира в потусторонний, и она бывает там, где мертвые, она бывает там, где души, то есть и на небо поднимается, и под воду, под землю уходит и так далее. Поэтому отдавали воде, как вечности, и вода уносила, то есть вот пепел, да, прах. Ну, еще хорон на лодке. Да, и ну их символ хорона. Ну, хорон, в принципе, он и так забирает души. И в любом случае
Но те души, которые нашли покой. Это не обязательно, чтобы этих людей вот прям нашли всех, могилу, да, там построили сверху крест, поставили и так далее. Это не обязательно. Есть очень много людей, которые пропали без вести, их предали земле в любом случае. Я хочу, чтобы поняли люди и не страдали по этому поводу, что если вот мы не нашли, значит, его душа не нашла покоя. Это не так. Человек ушел. Вот когда находит душа покой? Когда родственники, родные, близкие его оплакивают, отпускают, и определенные ритуалы служат, ну, различные, смотря у кого какая религия, вера, или язычники, и люди, или там иных традиций. То есть соблюдается определенная традиция. То есть отпускают. Все, поняли, что его нет. Зена зажгли свечи, там помянули, да, каким образом. Опять же, есть разные традиции. И все, и отпустили душу. То есть они знают, что его нет, и они его помнят. Тогда его душа находит покой. Так вот, если человека оплакивают, если человека уже считают ушедшим и поминают и так далее, его душа находит покой. И тогда Харон забирает его царство мертвых. Ну, это по версии древних греков. Ну и не только древних греков. У других народов тоже был такой паромщик. Ну, в любом случае, то есть хочу, чтобы вы поняли, что это не только те, кто обязательно похоронен, и у него есть могила, или он кремирован, и его развели, прах. Понимаете, это те люди, которых проводили в мир иной. Даже без его тела. Давай дальше. В одной из ваших лекций вы сказали, что нехорошо давать согласие на то, чтобы после смерти человека его органы, пригодные для трансплантации, пересадили больным людям. В лекции говорилось о сердце, что если человек дает согласие на пересадку своего сердца другому человеку, то обрекает свой род на проблемы с сердцем. Нет. Скажите, пожалуйста, Угу. можно ли здоровому человеку стать донором крови или плазмы крови для своих родственников или других больных людей, которые пострадали в результате аварии или других ситуаций, и им требуется переливание крови? Я не так сказала. Я сказала, что если хранят органы после смерти человека, вытаскивают и хранят органы, ну вот органы там знаменитых людей, известных людей и так далее, те органы, которые они сохраняют, спиртуют, очень может быть, что могут обрекать род человека вот, на болезнь того органа, который они забирают. То есть они должны быть преданы земле, но если они для пересадки неугодны. Нехорошо их хранить, нехорошо эти кунсткамеры. Понимаю, что это все наука, мы приходим, смотрим и так далее. Но пока от тела человека что-то осталось, его душа не уходит на покой. Вот Надо об этом вы неправильно поняли. Надо спиртовать сердца маньяков. Их вообще самих надо, я серьезно говорю, надо в цемент закатать и закрыть, чтобы их тело не разлагалось. Тогда их душа будет на этой земле, она будет мучиться. И вот так надо делать с ними. Вот о чем была речь. Что у известных людей или там родовитых людей изымают органы, хранят. И это не есть хорошо. Но теперь о пересадке органов. Если пересадка органов по согласию человека спасает жизнь другого человека, это допустимо. Только надо учесть, что пока тот человек с этим сердцем, там, почкой и так далее живой, эта душа с этого мира не уходит. Поэтому родитель, который соглашается, предположим, отдать орган своего ребенка, он должен все время помнить, что его ребенок будет на земле. А значит, ему нужна подпитка. Она должна часто... Нет, он не мучается, потому что его не насильно здесь привязали или не как наказание, а просто он не уходит. Вот как хоронят человека, пока его тело не разлагается, его душа стоит возле своей могилы. Но он может перемещаться, уйти в сон, появиться, если он не упокоен, если что-то сделать, если его убили, он может прийти к своим убийцам.
смотря насколько он сильная душа и насколько ему разрешается это все делать. Это зависит от его рода, это зависит от него самого, какие у него заслуги, чтобы его, то есть ему разрешили прийти мстить за себя. И такое бывает. Но родители, которые на это соглашаются, они должны знать, что им нужно очень часто ставить своему ребенку поминальные свечи, значит, что-то сладкое, постоянно, очень часто. Потому что пока тот человек с этим органом живой, их ребенок здесь будет привязан к земле, им будет приходить. Сейчас же бывает так, что не просто родители там, допустим, соглашаются, а человек при жизни уже заранее, там, допустим, даже в 25 лет говорит, что после моей смерти разрешаю мои органы. Ну вот разрешаю, если кто-то есть из его близких, они должны знать, что его душа будет здесь до тех пор, пока носители его органов живы. Вот в этом есть опасность. Но если это спасение другого человека, конечно же, на это идут. Ну и еще другой вопрос, криминальный рынок органов, который, да, мы не знаем. Мы знаем только, что, например, сирийских беженцев, когда турецкие там определенные, как их там, ну, в общем, они согласованы с этим, со своими депутатами работают, согласованы с государством, они знают. Когда их забрали, младый, старый, всех, и потом кинули в море тела, и они приплыли к греческим островам. Это была очень страшная картина, потому что эти люди все были без органов. То есть вот если такое делается, но это уже, здесь уже нету ни согласия родителей, ни их согласия. Это уже очень плохо, потому что носители этих органов будут прокляты. Это знаете, ничего хорошего им не сулит. Может, они и выживут, не умрут, но то, что вся их семья будет за это платить, потому что редкий случай, чтобы человек не знал. Как правило, они знают своего донора. Вот люди годами ждут донора, да, и знают, кто там согласие дал, какие родители, что случилось. Они практически, если это честное донорство, если это настоящее, они знают. А если это богатые люди, они готовы платить и могут схватить ребенка с улицы, отвезти и просто это все пересадить ребенку какого-то богача. Этот богач замечательно знает, за что он заплатил. Ну, это как этот Сарасян, который уже 7 сердец себе пересадил. Ну, да. Гнида, блин, живучий. Живучий за такими миллиардами, когда точно так же, как и Эрдоган, которому все время меняет просто кровь полностью. У него там очень страшные болезни, он просто как мумия, уже мумифицированно ходит, понимаете? Это очень дорогие, то есть очень дорогое удовольствие там продлить жизнь таким людям. Но может это страшно звучит, но лучше отпустить человека, лучше пусть он идет в мир иной, чем купить для него орган. На черном рынке. Потому что то, что случится после, это, ну, не описать словами. Есть такая армянская сказка, когда обиженный на свою жену султан приказывает убить всех женщин в государстве и поручает это визирю своему. Он приходит домой, весь в муках, не знает, что делать. И отец, старый отец, подходит и говорит: что случилось, сынок? Тот ему отвечает, что наш повелитель приказал всех женщин в государстве убить. Как я могу на это идти? Что мне делать? Если я это не сделаю, значит, убьют меня. И тогда отец говорит: сынок, лучше уйти с этого мира человеком, чем жить как нелюдь. Если уж так суждено, лучше прими казнь, чем сам становись палачом. Понимаете? Вот о чем речь. Это может кто-то сказать: легко сказать, конечно. Не легко сказать. Ну, правда, если вот мне, например, даже предложат такое, или чей-то орган вот криминальным путем полученный, да, или умрешь. Ну, я, наверное, напишу завещание, просто сяду, посмотрю, что мне еще надо делать, и просто уйду. А как можно жить, зная, что человек, которого, ну, то есть орган человека, который внутри тебя, его убили, его ужас, страх, у него были свои мечты, своя жизнь, он хотел жить, то есть схватили человека, да, спотрошили и дали тебе. Не знаю, решайте сами. Те люди, которые, если вы даже покупаете, даже согласны на это, вот собирают деньги,
вы задайте себе вопрос, а это действительно ли вот несчастный случай, катастрофа? Или бывает, что у человека мозг умер, ну все, он уже не спасти его, не вернуть. Необратимые последствия. Просто тело еще живое. Тогда отдают родители, например. Такой ли случай? Точно ли так? Или не совсем? Если у вас есть малейшие сомнения, не идите на это. Потому что, спасая одного человека в вашем роду, вы обрекаете всех остальных на очень страшные муки. Может быть, вы и со временем потеряете и свое имущество, и все, что у вас есть. Это, знаете, как для Вселенной 100 лет – это одно мгновение. Это нам кажется, что это очень долго идет все. Но вот прошло 100 лет, я сейчас, например, уже 4-е поколение нашей семьи, да, предположим, за 100 лет. До меня же дошло все хорошее, что сделали мои предки. Могли дойти и все плохое, что если бы они сделали плохое. Ну, слава богам, они плохого такого не делали. Ну, не святые люди, но, по крайней мере, не криминальные люди. Крестьяне. Работали всю жизнь в этой земле и ушли. И каждый ушел как бы так, спокойной смертью, собственно говоря. Вот. Что еще там? Еще один вопрос. Кстати, вот интересные вопросы затронули. Вот такие, разные на случай. Сейчас все. еще интересно. Давай. Вы как-то говорили, что люди, которые любят друг друга, встречаются в другом тонком мире, так же, как и с родственниками. А если женщина 2 раза была замужем, она встретится с обоими мужчинами, и с кем тогда она будет? Она встретится с обоими мужчинами, но останется с тем, кого любит больше. Там нет сексуальной связи. Там совершенно другие энергии и другие взаимодействия. Сексуальная связь только у нас и у животных. То есть в физическом плане. Там совершенно иное, там духовный мир. И там нету деления мужиков и баб. И там нет, я с тобой остаюсь или с другим остаюсь. Еще неизвестно, кто куда попал, в какие сферы. Бывает, что иногда родственники там собираются, и такое возможно, но не всегда, не факт. Там человек свободен, и он сам решает, с кем он хочет остаться в той вечности, кто ему ближе. Вам же, наверное, лучше понять, кто из ваших мужей вам принес счастье, кто был лучше. То, что он был первым муж, это еще не говорит о том, что он был лучший муж, понимаете? А в смысле, там как они остаются? Они вместе ходят, вместе, или что там? Там тоже создаются? Там просто как... Там такой же мир, Ян. Там вот такой же мир. То есть, смотри, души до того, как рождаются в этот мир, у них совершенно другое. Они живут в этих сферах. Существует просто. Вот разум. Разум существующий. Мы не можем до конца понять, как они существуют, что. Но когда они приходят, рождаются как люди, они уже уходят отсюда с потребностями человека. То есть они уже человеческие души. Это уже не сущности, которые дали до рождения, а теперь они живут. Теперь они уходят как человеческие души. А человек привык жить, видеть природу, сидеть, вставать. Он, конечно, в физическом плане это не ощущает, но его разум это все видит. То есть для человека создается, вот как сказать, как кино, как мозаика. Вот он меняется, эти миры. Их очень много, этих миров, несколько миллионов, если не больше. Огромное количество различных миров. И какой мир заслужил человек, туда и уходит. Если он был поэт при жизни, если ему нравятся вот эти пиры, разговоры, вот его туда и отведут, туда, где такие, как он, где он будет чувствовать себя, скажем, вольготно. Если он хочет видеть своих родных, и эти родные имеют право видеться со своими близкими душами, ему разрешат видеть. Он просто пойдет и увидит их в другом мире. Останется там, вернется назад. Там вечность. Там мы до конца не можем понять, и нам это не раскрыто. Но то, что там свободный выбор, и человек будет рядом с теми, с кем ему хорошо там, если у него есть на это, то есть, возможность, и если он это заслужил, то это факт. Это не говорит о том, что как только вы попадете туда, ваш первый мужик придет с кулаками, вот это моя жена, она должна со мной быть. Нет. Там нет такого. Там закон человеческой души, желание. Я не желаю видеть эту душу. Я хочу с другой душой рядом быть в том мире, в вечности. И ты будешь там с той душой. Души иногда оберегают друг друга, иногда приходят вместе, и во снах приходят вместе, являются вместе и так далее. Одна душа ждет, пока
другая душа вот выйдет уже, умрет, уйдет и забирает его, помогает ему уйти, показывая потусторонний мир. Почему люди перед смертью начинают родственников своих видеть, да? Многие говорят, что видят родных, близких, вот и значит скоро уйду. Одним словом, это неисчерпаемый мир, но там есть свобода воли души. С кем души, душа хочет. Души человеческие могут с душами животных быть вместе? Имеешь в виду, встретиться ли своих питомцев? Ну не только своих питомцев. Может, вот просто человеку нравится животный мир. И Вот он... я поэтому тебе говорю. Человек, почему человек, когда между жизнью и смертью, к нему приходит в том обличии, в котором он может переварить, видеть. Боги и демоны могут показаться так, что у тебя сердце остановится. Но они могут показаться и в виде человека, женщины, да? Или вот я, например, говорила, когда женщина говорила, что ушла от матери, ну, шла ночью, и вдруг сзади кто-то позвал, то есть голос матери. Она обернулась, но поняла, что это не могла быть мать, потому что она далеко уже была. И когда повернулась назад, увидела, что там барана лежит, вот этого трактора. И она могла просто упасть. А вот представьте, если бы, например, сзади позвала не мать, а мужик какой-нибудь. Она бы на нее и пошла, да. Поэтому они разумные. То есть они знают, что ты сможешь, что твоя психика выдержит, то тебе и показывается. Так что если человек всю жизнь, например, ну вот тот же самый писатель, который написал, помнишь, Матеуш I, король Матеуш I, который в газовую камеру пошел. Не читала? Надо читать тебе, это интересная книжка. Вы мне список составляете, что надо читать. Он польский писатель был, и даже фашисты ему сказали, если хотите, мы вас освободим. Он не пошел, да, он с детьми пошел в камеру. И он всю свою жизнь любил детей, их учил, для них писал, он был великий педагог. Как ты думаешь, куда бы он хотел уйти в потусторонний мир? К этим детям. И наверняка он с ними и пошел. Он их и сопровождает в том мире, и показывает, и с ними находится. То есть каждый человек может быть счастлив только тогда, когда он живет так, как ему хотелось, да? Вот даже если нас с тобой сейчас туда отправить, будем сидеть весь день брынчать на этой арфе. И, Господи, Боженька, я не думаю, что я буду счастлива. Мне надо дать то, что я хочу. Как говорится, Адам, меня не пугайте, там все свои. Вина и зрелищ. Да. И валькирии в мужском обличии только. Кого? Ну эти, как они? Кто там? Не валькирия, а кто там встречает этих воинов? Валькирии, все правильно? Нет, которые девы перед ними пляшут. А, девы пляшут, это в восточной мифологии, которая потом перешло в ислам, гурии. Нет, ну девственные вот эти девы. Девственные гурии. Да? Им дают воинам, да, по 20 штук, по 50 штук. Мне интересно, а нам гуров дадут или нет? Или только им положено? Желательно опыт. Даже там мужики себе, понимаешь, опять, дискриминация. Почему им можно гуриев, а нам гуров нельзя? Вот интересное дело. Вот так вот. Так, уйди. Как-то карикатура была, когда эти поднимаются за гуриями, а там девственницами, а там наши монахини старые. Он такие, фи, это кто? Мы девственницы. Так что это еще большой вопрос, каких им дадут. Вот что, блин. Там же не сказано, какие должны быть. Там скажут девственница, а возраст не обозначается. Все. Так, все, Пусик, все. Души рождаются в теле человека один раз. Иди. Внешность нам дается от родителей. И умерших мы видим во снах, например, такими, какими они были при жизни. Вопрос. А как выглядят души, которым еще только предстоит родиться на земле? Есть ли у них пол? Так, первое. Внешность дается от родителей. Неправильно. Не только от родителей. Не всегда. Иногда в семье может родиться ребенок, совершенно не похож на своих родителей. И он может быть похож на своего прадеда, предка, кого-нибудь. Да и вообще ни на кого. Просто вот непонятный ребенок, ни на кого не похожий. Но их родной. Такое может быть. Но на быть. месте мужчин я бы все-таки сделала тест ДНК. Да, на месте не надо им, ты идеи не подкидывай. Это дорого, мужики, так что лучше помалкивайте. Уже нормально, по цене нормально. У нее знакомые есть, так что звоните. Так вот,
Это первое. Второе. Как они выглядят. Это природные духи. Вот вы на фотографиях видели вот эти кругляшки? Это разум. Это просто разум, который существует во Вселенной. Этот разум может спуститься вниз, может подняться наверх. Этот разум может быть на верховных пластах, может нижних. Они никак не выглядят. Они друг друга видят, понимают, но не как мы с вами люди. То есть они энергетически друг друга ощущают и понимают. Да, и плазмоиды, это тоже, ну вот бродячий разум, они же никак не выглядят, просто круг. Энергетический круг, и то, почему круг является, потому что фотоаппарат по-другому не может их зафиксировать. Он вот видит сгусток энергии, и вот как круг и фиксирует их. Так вот, до рождения. Мужчины и женщины есть пол? Есть, потому что мироздание тоже имеет материнское начало и отцовское начало. То есть мы, вообще мужчины и женщины, мы абсолютно разные создания, если честно. Многие женщины там берут мужские профессии, да, мужчина может женскую профессию взять, например, воспитатель садика, это вообще чисто женская профессия. Но я вообще настороженно отношусь к мужикам, которые очень стремятся в детский садик устроить. Не знаю почему. Мне кажется, что для мужчин это настолько нервотрепка. Ладно, там он учитель физкультуры или физики, или географии, или это понятно, он учитель. Но когда прям к маленьким детям стремятся, которые еще не могут ни разговаривать, ни объяснять ничего, меня это всегда настораживает. Но это ладно. Так вот, мы совершенно по-другому ощущаем мир. Мы совершенно по-другому чувствуем. И даже если мы можем мужскую профессию там принять и лучше них это сделать, это не говорит о том, что мы вот как мужеподобные становимся. То есть мы совершенно разные, поэтому души не могут быть бесполые. Они обязательно обладают полом. И они знают, что они родятся на этой земле женщинами или мужчинами. Просто там это немножко по-другому, то есть называется, ну, не как мужики и бабы, а вот, ну вот, женская энергия, мужская энергия, она отличается. У них, несомненно, есть свой характер у каждого, они не одинаковые. Души рождаются из недр космоса. Как они рождаются, мы не можем понять. Просто вот если у нас мозг бы работал на 100%, я бы объяснила и себе, и вам, как это происходит. Но я могу предполагать, не более того, что со временем, вот тысячелетиями, какие-то сгустки энергии мироздания начинают постепенно, вот как ребенок, зародыш. Он обретает формы, потом мозг, потом сердце, то же самое души. Они из разных частиц вот, мироздания, энергии, они как-то вот такие сотканные, они как-то рождаются. И постепенно обрастают, да, энергиями, обрастают, и в конце концов приобретают и характер, и разум, и все. Это происходит много тысяч лет. Но если это древние души. Вообще на эту землю приходят души, ну, не меньше, наверное, 100 лет и 150 лет хотя бы. Они должны быть формированы. А более древние души, это намного, естественно, у них опыт, и по ним видно. Просто вот есть ребенок в семье, да, дети как дети, а этот очень разумный. А это вот там, не знаю, пошел там дедушке что-то принес. Ночью ему показалось, что деду плохо, вышел, а там действительно нехорошо, всех разбудил. Это древняя душа. Он умнее, он разумнее. Даже не то, что умнее, он мудрее. И по таким людям просто видно. Они не обязательно стремятся руководителями стать. Они могут быть хорошими садовниками, не знаю, хорошими плотниками. Но они очень мудрые люди, и они оставляют после себя прям такой шлейф памяти, что их все помнят. И в селе помнят, и еще где-нибудь. Не могут эти люди вот незамеченными жить и уйти. И самое главное, что характеризует древние души, это чрезмерная доброта к людям, к животным. Они не злые, потому что мудрые. Мудрый человек злым быть не может. Вот кто больше всего хочет войны? Тот, который ни разу автомат не держал. А кто был там, тот хочет мира, потому что знает, что это такое. Да, он мудрее, и он добрее. Он сам прошел этот ужас, и он никогда не позволит себе какую-то ужасную вещь по отношению к другим. Ну, если у него психика не нарушилась, конечно. Я не смотрю на тебя, Пуся. Что ты хочешь? Иди сюда. Иди ко мне.
Пусть просто он такой хитрый, он просто понял, что мы здесь заняты, и вот как-то не надо. И что мы готовы на все. Все, и последний вопрос, наверное, Ян. Так. Угу. Добрый день, уважаемая Инга. Мой вопрос связан с родом. Если я правильно поняла, многие души в том мире окажутся среди душ своего рода. Вот здесь мне не совсем понятно, что считается родом. Это родные по отцовской стороне или оба? Вот, например, наши родители же не кровные родственники между собой. Выходит, там они врозь или все-таки вместе? Если вместе, то получается, что невестки и свекрови или зять и тещи все вместе? Но они же не кровные между собой. А если родители развелись, то их дети к кому из них попадают? Вот смотрите. Род формируется тогда, когда души, то есть или люди, да, между собой имеют родственную связь. Не только в кровном смысле, но еще и в духовном. Если отцовский род вас принял маму вашу, неважно, какие были у них отношения, но в любом случае вы знаете свою бабушку, тетку, они вас знали при жизни. Вы ближе к этому роду, потому что они к вам имеют непосредственно отношение. То есть вы общались, у вас были родственные связи с ними. Не просто вы родились у этого рода, но еще и вы были родственные связи, близкие люди. То есть родственники – это когда вместе празднуют, вместе кого-то отправляют на вечный покой, когда в трудную минуту друг другу помогают. Это усиливает между ними связь. Это род. Если отцовский род вас знать не знал, даже не помнит, как вас звали, кто вы были и так далее. Даже если вы принадлежите официально, скажем так, по паспорту этому роду, у вас нету связи с этим родом, он утерянный. Да, вы унаследовали, может быть, черты лица, даже характер, может быть, много чего. Но у вас утеряна связь. Они же не стремились как бы к вам, то есть никакого отношения не имели к вам. Не помогали вам, не были рядом, не звонили, не спрашивали, и вы не хотите их знать. То вам будет приятно после этой жизни вот к ним пойти, как там говорится, их рожи видеть там, если вы здесь их не любили. Род – это те родственники, те родные и близкие, которые с вами имели непосредственную связь, которые вас вырастили, там, воспитали, что-то дали свое, вот привили свою, отдали свою часть себя, ушли. И это не важно, чей род, материнский, отцовский род. Вы когда уходите туда, вы с ними встретитесь. То есть род собирается воедино, это не значит, что они вечно вместе сидят. Это точно такие же души, которые уходят в вечность. Каждый из них имеет свое место там. Но когда им нужна помочь своему роду здесь, они соединяются вместе, объединяются, чтобы помочь. То есть общими усилиями. Кто-то приходит во сне, кто-то приходит, начинает подсказывать, кто-то приходит, начинает, передает вот каким-то образом свои мысли, через какие-то энергии, свои мысли, идеи, помогает, подталкивает вперед. Мы зачастую повторяем профессии своих родных и близких. Есть потомственные адвокаты, есть потомственные военные, да. Есть люди, которые, например, даже не знали, что их далекие родственники там были музыканты и так далее. И вдруг он становится известным музыкантом и узнает там в каких-то архивах, что, оказывается, его прадед был музыкант, что он играл там в сельских свадьбах, писал песни, сам сочинял. Понимаете? Вот тот род, который тебе передал свои навыки, который имел с тобой близкую связь. И даже если, мало ли, там во время Великой Отечественной войны сколько людей было уведено в плен, и они потеряли все связи, через много лет возвращались. Помнишь фильм «Помни имя свое»? Посмотри и разрыдаешься. Я не люблю. Вот, потом он свою мать нашел через много лет. Это не говорит о том, что если, например, так получилось, что, или люди умерли все, ребенок попал в детский дом и взяли в семью, что все, у него вот связи с родом нету. Нет. Если род был сильный, если эти люди ушли не по своей воле, если это не были алкоголики, которые напивались, оставляли его на морозе и так далее, если у них есть сильный, сплоченный род, после смерти они могут соединяться, они находятся там, их никто не связывает между собой, они не сидят связаны, но у них есть связь, у них есть определенная ментальная связь, и когда нужна помощь роду, эти духи объединяются
во имя рода приходят для спасения рода. И тогда вы ощущаете их помощь. Про бабушек, тетушек и так далее. То есть ваша связь там после жизни этой будет сильнее с тем родом, который вам была ближе. Может, материнский, может, отцовский род. Неважно. Ну, еще и эти роды, да, они переплелись за века. И да, и материнский род, и отцовский род, и бабушки род, которые вас, ну, то есть вы не знаете, у нее же тоже были родители, там, бабушки, дедушки, еще кто-то и дальше. И чем древнее род, почему говорят, да, древний род, представители древних родов, чем древнее род, тем больше родов соединилось между собой, переплелось, чтобы этот человек родился. И поэтому таких людей и обижать нехорошо. То есть это люди, которые представители сильных древних родов. Я не говорю про, например, нашего тряпку Николая II, который непонятно за что святым сделали. И вообще он не последний царь. Надо читать книги. Последний царь был его брат Константин. Правда, на несколько недель. Николай отрекся, и престол был предложен Константину. Он взял сначала, потом передумал. Ну, короче, такие подкаблучники были, как там, жена своей жены. И поэтому мы вот так вот потеряли такую сильную империю, а могли бы сейчас быть совершенно иной страной. Ну, что теперь делать? Так получилось. Все на этом. На сегодня все. Ну, не получилось у нас прямого эфира. Ну, ничего страшного, что теперь делать. Что-то там случилось с интернетом, какие-то неполадки. Мы пробовали и так, и сяк, да, ни в какую. Оно там вроде включилось, а потом, если бы проблема была в канале, то вообще бы не началось. Но трансляция началась и приостановилась, потому что с интернетом проблема. А может, сейчас глушители стоят, может, нам ничего не дают такого прям. Хрен его знает. У нас тут рядом и военная база, и вообще. Хрен его знает, у нас тут дроны летают. Что ли? Каждый день. Мы тут этим палками их бьем. Авоськами. А лучше матом. Матом они быстро уходят. Сбиваем. Да. А вообще, если без шуток, это местные. Приутили мы на свою голову, вот и получаем. Да. Оттуда они не летают сюда. Это здесь где-то мастерят. Пока их не найдут, так и будем. Да. Все, друзья мои, всем удачи. Всех благ. Надеюсь, что мы затронули разные вопросы. Надеюсь, они вам будут полезны. Пойду готовиться. Мне еще сегодня несколько работ надо снять. Я пока их не сниму, у меня вот такое вот, как ломка, знаете ли. Пока я их не сниму, мне прям плохо. Ломается. Да, мне надо это. Я уже сломалась почти наполовину. Всем удачи.